Привет, обалденная задача, как говорят школьники. В треугольнике две медианы взаимно перпендикулярны, а стороны, к которым проведены эти медианы, равны 6 и 8. И нужно найти площадь этого треугольника. Я дам буквы. А, Б, С – треугольник наш. А Б, вся сторона 6 равна, а С – 8. Медианы Б, Б1 и С, С1, они перпендикулярны, точка их пересечения М. Ну что, ищем площадь, я покажу. Мы с ребятами покажем 3 шикарных способа решения, а вы можете выбрать свой способ, либо предложить какой-то другой. Итак, в дебаде вы как будто побываете на занятиях факультатива. Конечно, тут разновозрастной факультатив, это называется парковая технология обучения. Ну ладно. Таня, 10 класс. Ну что, Танюш, ты скажешь? Танюша говорит, что я уточню, АБ6, АС8 так, так. Медианы перпендикулярны, да. Нужно найти площадь, точно. АБС. Что-то я припоминаю теоремку, говорит Таня, что если в треугольнике медианки 2 МБ, допустим, и МС перпендикулярны, то отсюда следует замечательное соотношение для сторон. b в квадрате плюс c в квадрате равно 5а в квадрате. Ну да, действительно, есть такое соотношение. Ну и что тогда? Ну а тогда мы можем легко найти третью сторону. Получается 5а в квадрате равно 6 в квадрате плюс 8 в квадрате – это 100. Это 100, откуда а в квадрате равно 20. Ну и а корень из 20. Корень из 20 или 2 корней из 5. Ну и, собственно, все. Это 2 корней из 5. И тогда мы можем применить формулу Герона. S равно корень квадратный из p минус a, p минус b и p минус c. Ну да, есть такая. Но здесь радикал, страшно. Да не очень. Итак, у нас стороны 6, 8 и 2 корней из 5. Давайте найдем полупериметр. Это будет 6 плюс 8 плюс 2 корней из 5 пополам 7 плюс корень из 5. Тогда p минус a равно 7 плюс корень из 5 минус 2 корней из 5. Это будет 7 минус корень из 5. Действительно красиво получается. p минус b будет равно 7 плюс корень из 5 минус 8. Это будет корень из 5 минус единица. И, наконец, p минус c будет равно 7 плюс корень из 5 минус 6. Это корень из 5 плюс единица. Точно красиво получилось. Перемножим p на p минус a, p минус b, p минус c. И что у нас получится? Левые и правые части перемножаем и сразу скажем, что площадь будет равна корню квадратному из 7 плюс корень из 5 умножить на 7 минус корень из 5, умножить на корень из 5 минус единица, и на корень из 5 плюс единица. Точно не так уж все и страшно. Равно. Здесь разность квадратов, здесь разность квадратов. Получаем 7 в квадрате 49 минус 5, 44. Корень из 5 в квадрате минус 1 – это 4. Ответ будет 4 корней из 11. Все. Ответ получен, задача решена. Ну ты крутая, да. А что за свойство? Откуда ты его знаешь? Рассматривали на факультативе. Ну ладно, его, наверное, не трудно доказать. Пусть это будет домашнее задание для наших зрителей, а мы тебя отпускаем, если ты не против. Нет, Таня говорит, не против. И у нас показывает решение Наташа. Это будет второй способ решения. Наташа, она учится в 9 классе. И способ 2. Наташин. Что, Наташ, ты предлагаешь? Наташа говорит, что все 3 медианки пересекаются в одной точке. Я проведу третью медиану. Она одновременно, эта медиана, будет и медианой прямоугольного треугольника BMC, проведенной гипотенузе. Ну, а медиана, проведенная гипотенузе, равна половине гипотенузы. Ну, здорово, тогда обозначим это x, это x, это x, это 2x.
Все это будет у нас 6, все это у нас будет 8. И чем ты воспользуешься? Я воспользуюсь свойством диагоналей параллелограмма, говорит Наташа. Сумма квадратов диагоналей параллелограмма равна сумме квадратов всех его 4 сторон. Есть такое свойство, замечательное свойство, любимое было в Советском Союзе. Потом Атанасян куда-то его запрятал. Теперь мало кто знает. Итак, сумма квадратов диагоналей параллелограмма равна сумме квадратов всех его 4 сторон. Замечательное свойство, замечательная теоремка 9 класса, доказывает теоремой косинусов. Здорово. Но у нас нет параллелограмма. Сейчас мы сделаем. Продолжим медиану АА1 на ее длину. Да, типичный приемчик такой. Ну и проведем вот из Б параллельно к АС. Ну а здесь просто соединим, и получается по признаку это параллелограмм. Да, то есть мы провели А1Д равное АА1, то есть 3х. Все, параллелограмм. Вот это параллелограмма диагонали BC 2х и AD 6х. Ну тогда применим. У нас получится 2х в квадрате плюс 6х в квадрате равно 2 умножить на 6 в квадрате плюс 2 умножить на 8 в квадрате. Что это дает? 4 36 – это 40х в квадрате. Будет равно 2, а в скобках х 6 в квадрате плюс 8 в квадрате – это 100. Здесь сокращаем. 20 на 4 – 5. Х в квадрате равно 5. Откуда 2х, то есть bc, которая 2х, будет 2 корней из 5. Ну, здорово, значит, третья сторона по-прежнему 2 корней из 5. И в предыдущем способе мы решали при помощи формулы Герона. Ну, а ты как поступишь в этом случае? Я применю теорему косинусов, говорит Наташа, и найду косинус угла А. По теореме косинусов, по теореме косинусов мы получим, что косинус А равно b в квадрате плюс c в квадрате минус а в квадрате на 2bc. Сразу следует, если записать а в квадрате, теорема косинусов для а в квадрате. Ну и не будем вас утомлять, скажем, что получим 5 шестых, откуда синус а будет равно корень из 11, деленное на 6, и тогда площадь нашего треугольника ABC будет равна половине произведения двух сторон, 6 на 8, и на синус угла между ними, на синус А, корень из 11, деленное на 6. Сократим, 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 и получим 4 корней из 11. Ну, для тех, кто тут зевнул, скажем, что площадь треугольника можно найти как половина произведения двух сторон на синус угла между ними. Ну, в данном случае будет гамма. Вот это для формулки. Ну что ж, спасибо. Наташа, мы тоже тебя отпустим, если ты не возражаешь. И что нам скажет Андрей? Андрей, ты, наверное, теоремой Пифагора будешь все мучить. Ну да, говорит Андрей. Осталась мне теорема Пифагора. Итак, Андрей у нас 8 класс, и совершенно заслуженно и справедливо он решает Пифагором. Это способ 3. Пифагор. Пифагор. Ну, а какой здесь Пифагорчик? Здесь 6, здесь 8. Здорово. Обозначим, говорит Андрей, отрезок медианы МБ1Х. Тогда БМ будет 2х. МС1 обозначим Y, тогда CM будет у нас 2y. И рассмотрим треугольники прямоугольные. C1MB и B1MC. Да, они прямоугольные. И тогда к ним применима теорема Пифагора. Ну, запишем тогда сразу, учитывая, что C1B равно 3, B1C равно 4, половинки сторон, у нас получается, ну, из B1MC x в квадрате плюс 2y в квадрате равно 4 в квадрате и 2х в квадрате плюс y в квадрате равно 3 в квадрате. Ну, быстренько возведем. Х в квадрате плюс 4y в квадрате равно 16. И
4х в квадрате плюс y в квадрате равно 9. Вот. Теперь сложим уравнение системы, и что у нас получится? У нас получится 5х в квадрате плюс 5y в квадрате равно 25. Откуда x в квадрате плюс y в квадрате равно 5? Откуда x в квадрате будет равен 5 минус y в квадрате? А теперь мы подставим в какое-либо уравнение системы. Ну, наверное, удобно подставить вот сюда. Тогда что же у нас получается? Давайте перейдем на жирный зеленый и скажем, x в квадрате это 5 минус y в квадрате плюс 4y в квадрате равно 16. Откуда 3y в квадрате равно 11? И y будет равен корень из 11, деленное на корень из 3. На корень из 3. О, но сам y в квадрате это 11 третьих. Тогда x в квадрате будет равно 5 минус 11 третьих. 5 минус 11 третьих. Это будет 4 третьих. 4 третьих. Откуда сам x равен 2 делить на корень из 3. Ну, здорово. Мы нашли и x, и y. Я обведу это красненьким, чтобы было видно. Вот x и y. Ну, а теперь площадь треугольника BMC, вот этого, BMC, будет равна половине произведения катетов 2х на 2y равно 2xy. Вместо х запишем 2 делить на корень из 3, а вместо y запишем корень из 11 делить на корень из 3. Получается 4 корней из 11, деленное на 3. Ну и, наконец, площадь всего треугольника ABC. Мы говорили в прошлом ролике, в 3 раза больше площади треугольника, ограниченного двумя большими отрезками медиан и одной стороной. 3 получится. Вот это у нас S1, оно равно 4 корней из 11 на 3, а площадь всего 3S1. Мы получим 3 умножить на 4, деленное на корень из 11, деленное на 3, по-прежнему 4 корень из 11. Ответ 4. Я же говорю корней из 11, вы знаете, так и скажу. 4 корней из 11, и задачка решена. Ну что ж, напишите, какой способ вам ближе, какой вы использовали, а может вы нашли какой-то свой. Я рад, что вы досмотрели до конца. До новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.